Okay, so the problem is, how does he deal with translating that concept? Итак, проблема в том, что же ему делать, пытаясь перевести эту концепцию. What was obvious to me becomes very not obvious when it's expressed. То, что мне казалось очевидным, оказывается совершенно не таким очевидным, когда я выражаю это, пытаюсь выразить это вам. The word does not translate not only into Russian, but into the brain of others. Это слово, оно каким-то образом не транслируется адекватно, в том смысле, в котором я его используюсь, не только на русский не переводится, но даже в мозг другого обычного человека. I've said this continually, that when we have these discussions of spiritual mysticism, we have a huge problem. Я это всегда говорил, всегда повторял, что когда мы обсуждаем тему духовного мистицизма, у нас бывают огромные проблемы с этим. By definition, spiritual mysticism is not about words. Потому что по определению духовный мистицизм, он не о словах. It's about concepts, but not the expression of them generally. Да, можно сказать, что он связан с концепциями, но не с тем, как они выражаются обычно. But I have to present. Но меня ожидают, я должен как-то их представлять. So what I'm doing, if you want to know, Так что же я делаю, если вы хотите это знать? I'm sending out words, Я вроде как говорю, посылаю вам некоторые слова, and I'm attaching to these words little packets of energy that are beyond the word. и я как привязываю к этим словам, которые вам посылаю, такие маленькие пакетики с некими особенными энергиями, которые выходят за рамки даже значения этих слов. So the word goes out, but it's got with it something. Так что слово, из меня исходят слова, но они несут с собой еще что-то. That's actually happening. И это действительно происходит. Now, if you have been catching that, you already know it. So you go, yeah, big deal. Если вы это замечали, улавливали, то вы это уже знаете, вы думаете, ну это понятно, это мы всегда знали и чувствовали. If you haven't been catching that, I'll tell you how to. Но если вы это не улавливали, не замечали, я вам сейчас скажу, как это сделать. The only way I can transmit the tools that we need to experience spiritual mysticism in all of its depth is non-verbally. Единственный способ, которым я могу передать вам некие инструменты, необходимые для того, чтобы постичь духовный мистицизм, освоить его во всей его глубине, единственный способ, как я могу это сделать, это невербально. But the words, as explained last night, are meant to remove the obstacles that one may have from accepting that. Но слова, как я вчера уже говорил, они призваны и предназначены для того, чтобы устранять препятствия, для того, чтобы вы смогли принять эти инструменты. So how do you listen? Так что, как же вам лучше слушать? Well, ears help. Ну, уши помогают при этом. Hearing sound helps. Если вы слышите звуки, при этом это помогает. Understanding the concept helps. Если вы при этом понимаете концепцию, это тоже помогает. Embracing the concept helps. Но вот обнимать или принимать эти концепции, вот это помогает. But we got that problem again, embracing. Вот опять появляется эта проблема. Что же значит вот это обнимать или принимать? And what it really means is, А что это действительно значит? if I can be very exaggerated in my expression here, Если я позволю себе немного преувеличивать что-то в своем выражении, объяснении, you don't listen with your mind. нужно слушать не умом. You simply sit, Вы просто сидите, very relaxed, очень расслаблены, and allow и позволяете that packet to come to you, позволяете вот этому пакету, этой посылке прийти к вам. and capture it, Затем
Вы как бы берете ее, accept it, улавливаете, принимаете, and integrate it и затем интегрируете ее within your energy. внутрь собственной энергии. That is what embrace the concept means. Это то, что означает принять, обнять концепцию. Did it work? Yeah, but you were mentioning also make it like accept it like a part of yourself. Okay, good. But I was going to get to that. Now, the main problem with this, well, there's many problems with this. Ну, вообще с этим много проблем может быть. The number one, Первое, why should you do that? зачем вам вообще стоило бы это делать? That's a bigger problem than you might think. Это вообще-то большая проблема, чем вы даже можете представить. If you were sitting home and you saw an advertisement to come to a program where you're going to have to sit there and accept packets of information that are being subtly attached to words that mean something but which are attached to some other energy, would you come? Если бы вы дома сидели и вдруг увидели рекламу, в которой говорится, что вам предлагается прийти на лекцию, где вы просто будете сидеть расслабившись, и вам предлагают сидеть и принимать некоторые посылки с информацией, к которым еще привязана энергия, вообще выходящая за рамки, и все это еще интегрировать в себя. Вы согласитесь прийти на такую лекцию? If you knew me and you know that I'm actually okay, Но если вы меня при этом уже знаете, и вы знаете, что я нормальный, я не представляю никакой опасности, I'm in my essence quite a peaceful, gentle person, что я по своей природе, по своей сущности очень мягкий, очень миролюбивый человек, умиротворенный. I express that musically, Я выражаю это музыкально, just so you know that I'm actually okay. просто чтобы вы могли убедиться, что со мной все в порядке. Then you say, hey, no problem. Тогда вы, наверное, скажете, да, нет проблем. If you don't know me, Но если вы меня не знаете, you get suspicious. то, наверное, у вас будут какие-то подозрения. What's his angle? А What's he going to get out of it? What's the point here? в чем здесь, так сказать, фишка, в чем здесь крючок? What's he trying to do? Что, зачем это все? Что он пытается с нами сделать? Is he going to control me? Может, он хочет нас взять под контроль? Am I going to walk out of here a zombie? И я выйду потом с этой лекции как зомби? Of course, zombies are very big nowadays. Конечно, зомби сейчас уже очень большие So some people might not mind that very much. и распространенные, поэтому некоторым они даже никто же этого не боится. No, you're not going to be a zombie. Но нет, вы не будете зомби. Because these tools, which float to you in another dimensional space, are for you to find your own spiritual mysticism. Потому что вот эти инструменты тонкие, которые вам передаются даже в другом измерении, вот эти посылки, они предназначены именно для того, чтобы вы сами могли найти свой путь и открыть для себя духовный мистицизм. That's why I use words like embrace. Именно поэтому я использую эти слова как обнимать или принимать энергию. I'm saying to you, integrate it, accept it, allow it, and make it part of yourself. И тем самым я призываю вас, примите это в себя, интегрируйте это в себя, позвольте этому стать частью самих себя. I can't force you to do that. Я не могу вас заставить сделать это. No matter how many little packets are sent to you, or no matter how many words, Неважно, сколько бы я слов не говорил, сколько бы этих маленьких пакетиков и посылочек не привязывал к этим словам, I cannot я force you не способен to accept something you don't want. не способен заставить вас принять то, что вы не хотите принимать. Energy doesn't work like Потому that. что в энергетическом мире так не бывает, так не работает. Can anyone force you to love them? Может ли кто-то заставить вас его полюбить или ее? Let's say they're madly in love with you. Допустим, они просто безумно вас любились, And they're sending all kinds of love energy at you. и они направляют на вас со всех сторон всевозможные энергии любви. You're either interested or you're not. Тут все очень просто. Вы либо заинтересуетесь этим, либо нет.
They can't force you. Они не могут вас заставить. Okay, there are some rare persons who have a very specific mystic power that they can make you love them even when you don't. Ну хорошо. Надо сказать, что действительно есть очень редкие личности, которые обладают такой мистической силой, что действительно могут как бы сделать так, что вы их полюбите. But they usually look like yogis, and you know when you're just going, something's going on. Но они обычно выглядят необычно, как йоги, и вы это можете заметить, что если вдруг вы начнете их любить и бегать за ними, вы поймете, что что-то странное происходит. But that's not what's happening here. Но это не то, что происходит здесь. Because I'm not trying to get you to love me. Потому что моя цель не в том, чтобы вы меня любили, я не стараюсь, не стремлюсь к этому. It would disturb everything I do. Это вообще бы нарушило, помешало бы всему, что я делаю. I want you to love yourself, Я хочу, чтобы вы в первую очередь любили самих себя, to accept yourself, принимали себя, embrace yourself. обнимали себя. But you can't do that. Но вы на это не способны. We talked about that too. Мы это тоже обсудили. You can't embrace yourself because embracing refers to accepting and integrating and allowing into your field something that's outside of you. Вы по определению не можете обнять себя, потому что обнять в том смысле, в котором мы это используем, это означает принять и интегрировать как часть себя. И это можно сделать только по отношению к чему-то внешнему. So by definition, you can't embrace yourself in the same way. Так что по определению вы не можете принять себя таким образом. But you can stop fighting yourself. Но вы можете перестать сопротивляться себе, перестать Stop fighting your energy. бороться с собственной энергией, Stop fighting what you are. перестать сопротивляться и бороться с тем, кто And вы есть. feel and accept what you are. Вместо этого чувствовать и принимать то, And кто вы есть. then when these packets come, you will say, oh, these packets are empowering me. These packets are facilitating me. И тогда, когда эти посылки будут приходить к вам, вы заметите, что вот это вот как раз то, что наделяет меня силой, это то, что вот makes empowered you. Facilitate. Это то, что оказывает мне помощь, поддержку и создает благоприятные условия для меня. But then again, you have to embrace them. Но опять же, для этого вам необходимо позволить себе их принять и интегрировать в себя как часть себя. Accept. Принять, Integrate. интегрировать. You already said it, but I have to repeat it. Он это все сказал, но Make it your own. повторить, сделать это своим. This is very subtle. И это очень тонко. And I think it was very interesting we had this discussion. И я думаю, что это интересно, что мы вообще дошли до этого обсуждения. Because it connects directly to the process. This is a procedure, a process, something you have to do. Потому что это непосредственно связано с как раз этим процессом. Это некая процедура, некий процесс, который вам стоит уметь делать. But it's being done on such a basic, fundamental, spiritual level. Но он здесь происходит на таком основательном, глубинном, фундаментальном, духовном уровне, That your essence, что ваша сущность, what you are, то, кто вы есть, какие вы есть, you, the consciousness, вы как сознание, embrace these tools by which you can express directly from that platform of your consciousness. принимаете, интегрируете в себя эти инструменты, с помощью которых вы сможете непосредственно проявлять себя такими, как вы есть, в ваше сознание.